почему с моими губами все в порядке. Думаю, что все сюда зашли в очередной раз посмотреть, как я буду всякие дешевые китайские палетки обсирать. Ого! Они сильно сыпятся и на коже ведут себя как мел. Это серьезная заявка на победу. Сегодня на моем обзоре бюджетная, яркая китайская косметика с AliExpress от бренда YouCanBe. Конечно же, сделаем сегодня много креативных и цветных макияжей и узнаем, действительно ли это профессиональная, топовая, качественная косметика с низким прайсом или очередное дешевое, некачественное фуфло с AliExpress. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. И сегодня я хочу сделать обзор на продукты, которые у меня уже очень давно, и также достаточно много нового я недавно в себе в коллекцию прикупила, и скажу честно, что уже долгое время косметика от этой фирмы является одной из моих любимых. YouCanBe — это китайский бренд косметики, который существует на рынке уже почти 10 лет. И да, это не какая-то дешевая паленка с AliExpress, которой страшно пользоваться, которую страшно наносить на глаза, и у которой непонятно, что в составе. У них есть свой официальный магазин на AliExpress, есть свой сайт с доставкой по всему миру, соцсети, в которых они устраивают конкурсы и сотрудничают с блогерами. У YouCanBe есть своя философия создать качественный профессиональный продукт, но при этом, чтобы их косметика была доступна каждому. Согласитесь, это очень важно. Все продукты от YouCanBe cruelty-free, они не тестируются на животных, они соответствуют всем стандартам качества и нас уверяют, что не используются никакие в составе вредные компоненты. Так что можно сказать, что косметика YouCanBe — это не просто бюджетный косметоз с AliExpress, а это уже действительно известный мировой бренд. И, наверное, если просто брать всю косметику с AliExpress, это просто лучшая косметика, которую я себе оттуда когда-либо заказывала. Потому что офигенная пигментация, яркие красивые оттенки. И если в начале своего пути этот бренд изготавливал только тени, то сейчас на сайте просто огромное количество всего. Есть практически полный спектр всех продуктов, необходимых для макияжа лица. Это часть моей коллекции от бренда YouCanBe. Здесь у меня одни из самых популярных палеток от этого бренда, например, палетка Spotlight. Как раз сегодня на эту палетку я решила сделать обзор. Палетка Pretty All Set, тоже одна из моих любимых палеток. Она состоит из 3 частей, и тут видно, что некоторые оттенки просто уже затерты до дыр. Не менее любимая палетка под названием Fruit Pie Feeling. В ней в основном преобладают розовые и оранжевые оттенки. Палетка с жирным гримом Афина. В принципе, тоже для начинающих гримеров неплохой вариант. А также в моей коллекции есть 2 палетки Abstraction для всяких нюдовых, дневных и свадебных макияжей. Это просто пушка. И еще одна палетка из этой коллекции у меня осталась в Питере. Она уже с цветными оттенками. Но, к сожалению, я пока вот эти 2 палетки не распробовала. Мне показалось, что у теней изменилась формула. Но также я сегодня заказала новинки. Это голубая палетка Blue Tonic, черная палетка Black Meteors для черных Smoky Eyes, а также набор цветных лайнеров и набор помад с карандашами для губ. К сожалению, сегодня мы сможем затестировать только 3 палетки, новые Blue Tonic и Black Meteors. Сравню их со старой доброй палеткой Spotlight. Ну и, конечно же, помады и лайнеры прям вообще не терпится попробовать. Но перед тем, как начать, поддержи это видео лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах YouTube. Давайте начнем макияж с обзора вот этих 2 палеток. И честно, обе эти палетки я заказывала себе на смену палеткам от Colourpop. Так что да, я решила пополнить свою коллекцию палетками в самых актуальных для меня оттенках. Black Meteors — это на вид идеальная палетка для создания темных Smoky Eyes. Во-первых, эти палетки очень качественные и красиво запакованные. То есть, если их сравнивать с дешевой косметикой с Wildberries и с AliExpress, где тебе приходит какая-то косая кривая палетка, которая нормально не открывается, которые как будто, в хоккей играли. Тут же у нас красивая качественная коробочка. Сзади коробочки написаны все составы. Причем разный состав написан на каждый оттенок в этой палетке. Правда, это все написано на китайском языке, но я думаю, что в интернете, если вам интересно, вы с легкостью можете найти все эти составы на инглише. Внутри палетка убрана в пупырку. Вот так хорошо и качественно выглядит сама упаковка. Новая, стильная, красивая, без каких-либо потертостей. Внутри палетки есть пластиковый разделитель. Также сравнить с бюджетной рандомной китайской палеткой, которая вот так вот она прямо и пришла. Без каких-либо коробочек, без разделителя, без всего. Ну и качество упаковки и количество потертостей, я думаю, вы видите сами. В общем, тут сразу видно, что это бренд, а не какая-то дешевая паль. Кстати, очень много сейчас пали на YouCanBe, мы это с вами обсудим чуть позже. А пока давайте посмотрим на состав этой палетки. Всего в палетке 15 оттенков, 9 из них матовые, 5 сатиновые. И еще один оттенок в серединке, я так понимаю, это спрессованные блестки, которые переливаются радугой. Просто 50 оттенков серого.
Да, очень много, конечно, похожих серых оттенков, но, в принципе, каждый оттенок имеет свою температуру. Есть холодные серые, теплые, светлые, темные. Черные и белые есть, наконец-то. Я так рада, когда и черные и белые в палетке добавляют. Очень красивый вот этот серебряный металлик. Ого! Так, это уже интересно, хочу уже сделать свотч. И для тех, кто любит смоки, серые макияжи, темные оттенки, это просто must have. А к тому же серые оттенки в макияже сейчас очень даже в тренде. В плане пигментации и тушевки тени на свотчах выглядят очень достойно. Конечно, я ожидала чуть-чуть больше пигментации, но в принципе для серых оттенков я не думаю, что это прям необходимо. Но, конечно, если рассматривать старые цветные палетки, там тени были как будто чуть более пигментированные, рыхлые. Но так как эта палетка в основном для разных смоки, где нужна дымка, где нужна легкая тушевка, здесь самое главное, чтобы тени хорошо тушевались, хорошо уходили в кожу. Я думаю, это лучший прессованный металлик, который у меня вообще когда-либо был. Два темных оттенка прям мега классные, они очень пигментированные. Ну, еще пара светлых оттенков, они, ну, такие себе. Но, с другой стороны, не все любят яркие макияжи с безумными блестками, с безумным вот этим серебром. Ну что, приступим наконец к макияжу. Для начала возьму черный оттенок, у меня будут два самых темных места. Максимально затемню внешний уголок и нижнее веко, а также вот здесь над складкой века. Ну, черный, кстати, очень даже неплохой. Мне не особо нравились черные тени от You Can Be до этого, но здесь прям это вообще пушка. Я сегодня как раз таки работаю без подложек и показываю, как цвета выглядят сами по себе. У меня нет никакой базы, у меня просто нанесен тонкий слой консилера. От темного оттенка иду к светлому, возьму, наверное, вот этот оттенок. Он такой прям максимально нейтральный серый. Тушует просто прекрасно. Теперь беру самый светлый и увожу границы в кожу. Вот этот оттеночек добавлю вот сюда, просто ради интереса, чтобы побольше всего попробовать в этой палетке. Очень красивый, кстати, оттенок, очень нравится. Ну и, конечно же, хочу добавить белый вот сюда. Нанесу во внутренний уголок глаза, посмотрим. О, нифига, он очень крутой по пигментации, мне нравится. Ничего нового, просто у кого-то появилась новая любимая палетка от You Can Be. Из моих фаворитов в черно-серых оттенках это была палетка Smoke Show от Colourpop. Там безумно пигментированные оттенки, но в плане тушевки они мне вообще не заходят, они очень тяжело между собой смешиваются. Также неплохая палетка была от Stellary, я не знаю, производят ее сейчас или нет. В принципе, тоже такой достойный набор. И палетка от Unicorns Approve, на нее у меня был обзор на канале, но, конечно, вот с этой палеткой и по количеству оттенков, и по количеству разной теплоты серых, это все не сравнится, плюс здесь намного круче блестяшки, и, кстати, давайте их уже наконец попробуем. Во-первых, мне понравились вот эти серебряные, вот так они выглядят на пальце, просто супер. Нанесу их вот сюда. Просто что это за разъеб? Не, ну правда, это очень хорошо. Умеете, могете просто. А на вот этом глазу я хочу попробовать вот этот средний, тоже не менее красивый блестящий оттенок. Они прям такие мягкие, пластичные, подвижные. Конечно же, они не настолько яркие, как вот этот серебряный металлик, но из-за того, что они переливаются всеми цветами радуги, выглядят не менее интересно. Я не знаю, что тут сказать, это настолько выглядит красиво. С этой стороны, в принципе, тоже выглядит интересно, но из-за своего состава мне кажется, что надо за этой штукой следить, потому что блестки могут скататься на глазу. Я хочу дополнить этот макияж белым лайнером, как раз я заказала набор из 3 лайнеров. Там есть белый, синий и фиолетовый. Упаковка выглядит прикольно, тоже переливается, все очень симпатично. Единственное, что мне эта коробочка напоминает бенгальские огни. Здесь тоже есть ссылки на все соцсети, значок cruelty free, даты изготовления. Только, кстати, здесь составы уже написаны на английском. И вот они, сами лайнеры. Ну, кстати, вполне прикольный дизайн. Я забыла сказать про стоимость палетки. Эта палетка стоила где-то в районе 700-800 рублей. Стоимость лайнеров тоже где-то около 800 рублей. То есть это как бы все же уже не совсем бич формат.
Но я считаю, что несколько сотен за такие хорошие рабочие продукты это вообще не деньги. Я не считаю, что на косметике нужно экономить, потому что все же нашу кожу надо жалеть. И вот к подобным каким-то кривым, вонючим, малопигментированным палеткам я действительно отношусь с опаской и никому не советую их брать. И я считаю, что все же несколько сотен можно переплатить, чтобы взять реально хорошую штуку, а не какое-то говно за 300 рублей. Лайнеры выглядят очень качественно. Тут сразу видно, какой лайнер какого цвета. Для особо умных также еще сзади на попках у них цвета обозначены. Я просто сейчас вспоминаю уже свою травму после обзора коллекции Colourpop и Сумерки, когда там было 3 подводки, они были разных цветов, но они выглядели одинаково, у них не было никаких обозначений. Здесь же, ну вот реально удобно. Ну что ж, возьмем белый, и у меня есть 2 новости. Одна новость хорошая, другая плохая. С какой начнем? Ладно, давайте начнем с хорошего, потому что наконечник у этой подводки это, мать вашу, кисточка. Если вы смотрите мои видео, я думаю, вы часто слышите мои оды кисточкам и то, что это для меня самые просто любимые идеальные подводки. И как бы цветные подводки за 300 рублей с кисточкой это вообще вот максимальный топ. Кисточки позволяют рисовать более тонкие линии, такие подводки не забиваются, они дольше служат. Но из минусов это то, что я тупая. Я не знаю, каким местом я смотрела, когда покупала этот набор. Но это нифига не белый, а серебряный лайнер. И вообще весь этот сет называется Metallic Satin Liquid Makeup. То есть это сатиновые металлические лайнеры. Все 3. Давайте сделаем сводчи всех 3 оттенков. О боже, какой же он крутой! Блестит нереально, не течет, делает идеально тонкие линии, вообще никак не стирается и абсолютно не трескается. Прикиньте, такое может быть вообще? Но некачественно это ваша косметика с Алиэкспресс, фу, покупать не буду. Я хочу сделать такой эффект космического неба, нарисовать всякие точечки, звездочки. Господи, этот лайнер даже черный цвет перекрывает, охренеть. Но единственный минус этого лайнера, то что он слишком быстро засыхает. Это хорошо для стрелок, но для какой-то тонкой графики, когда рисуешь кончиком, это не всегда удобно. Но в принципе результат очень красивый, получилось аккуратно все это сделать. По-моему, черный лайнер я кому-то подарила, и теперь я дико об этом жалею, потому что после такого результата мне очень интересно затестить еще и черный лайнер. Если под этим видео мы наберем 7000 лайков, я сниму обзор на 2-ю часть косметики от YouCanBe, и я закажу тот самый черный лайнер, проверим его вместе с вами, потому что после такого результата на него у меня действительно большие ставки. И теперь я хочу нанести хайлайтер, что-то мне не хватает сияшки на лице. Я хочу взять вот этот оттенок из черной палетки, очень легким слоем его нанесу, и в отличие от всех остальных там сатинов или шиммеров в этой палетке, здесь у нас просто идеальный вариант в качестве хайлайтера. На свотчах этот оттенок мне вообще никак не понравился, даже несмотря на то, что он прям видно, что мягкий, но на коже это выглядит идеально, это мелкий-мелкий шиммер, и я все еще больше радуюсь, какое в этой палетке большое разнообразие разных оттенков. Для макияжа губ на пробу я заказала целый большой набор матовых помад и карандашей для губ. Если и он окажется крутым, то я вообще не знаю, что я буду делать. Здесь также есть все составы продуктов, все это на английском. Называется этот набор Ladies Night. Звучит как женский день в стриптиз-клубе и выглядит примерно так же. Даша, что такое дамский субботник? Дамский субботник – это когда мужчины раздеваются, а дамы отрываются. Ну и далее все по полной программе. Вот так выглядит сам набор. Здесь 6 матовых стойких помад и 6 карандашей. А также праймер для губ. Очень интересно. Так, ну, праймер для губ скорее больше похож на обычную прозрачную гигиеничку. Очень легкий, приятный запах чего-то такого сладкого, печенье, кофе, вот что-то подобное, шоколадное. Думаю, как раз стоит увлажнить свои губы перед нанесением матовых текстур. Кстати, стоит набор тоже около 1000 рублей, может чуть больше, то есть 1000 рублей за 6 матовых помад, 6 матовых карандашей и гигиеничку, ну, по-моему, это вообще топовая цена. Объем помад не очень большой, с другой стороны, а как часто у вас кончается помада? Мне кажется, наоборот, это идеальный объем, чтобы купить и затестить, вероятно, новые для себя оттенки. Мне очень нравятся цвета, то есть оттенки на вид максимально рабочие, нету каких-то вырвиглазных розовых и каких-то вообще неходовых тем. То есть тут прям собрана такая базовая база. Под этот макияж я хочу попробовать самую темную матовую помаду и карандаш.
Ё-моё. Это карандаши автоматические. За косарь 6 помад и автоматические карандаши для губ. Почему я так удивляюсь? Потому что такие карандаши, они намного дороже в производстве. Оттенки классные, помады яркие. В принципе, в один слой вполне достаточная пигментация. И это первый мой обзор косметики с AliExpress, где ни один из продуктов не воняет. Помады имеют такой же запах, как и этот праймер, что-то такое сладкое, кофейное. В конце видео я покажу все оттенки этих помад, которые не войдут в сегодняшние макияжи. Покажу, как они все выглядят на губах. Вау, карандаш очень мягкий, им очень классно рисовать контур. Не очень хороший наконечник у помады, он прям самый дешевый, жесткий. Но сама помада на губах выглядит намного темнее, чем карандаш. И как бы логично, когда контур темный, а здесь контур получается немного светлее, чем помада, это не особо круто. Ну и в плане нанесения помада немного плешивит. В принципе, не самый плохой вариант, но могло бы быть и лучше. Мне пока безумно зашли все продукты, наверное, за исключением помады, потому что могло бы быть лучше. С другой стороны, помада не особо сушит губы, и в этом ее плюс. Как я и ожидала, на этом глазу блестки немного скатались в складки. Забыла вам сказать самое главное, черные тени не осыпались вообще. Вообще! Это серьезная заявка на победу. К сожалению, огромное количество людей предвзято относится к китайской косметике. И люди боятся покупать косметику из-за ее стоимости и якобы непонятных составов. Я уже рассказывала об этом в ролике с разоблачением мифов о косметике с AliExpress. Существуют реально хорошие китайские прям бренды, которые не делают паленку, у которых есть все стандарты качества. И те же самые YouCanBe можно сравнить с какими-нибудь Maybelline или Beauty Bay. Кстати, я заказала 2 палетки от Beauty Bay, если вам интересен мой обзор, то пишите об этом в комментариях. На китайском рынке стоит научиться различать хорошие, проверенные, качественные бренды и всякую дешевую неведомую дичь. А если вы боитесь косметики, произведенной в Китае, то не забывайте о том, что большинство популярной косметики, которая продается у нас сейчас везде в магазинах, она также произведена в Китае. Бренд спокойно может быть французским, немецким, итальянским, но на многих продуктах этих брендов указано, что они произведены в Китае. Следующий макияж я сделаю в голубых оттенках. Голубая палетка Blue Tonic мне очень напоминает палетку Luna от Influence, но почему-то у Influence синего только один оттенок и упаковка. Все же по оттенкам палетка от Influence достаточно базовая. Естественно, сейчас по-любому поднимется тема, кто у кого украл упаковки, но я скажу вам так, не всегда бренды сами создают свои упаковки. В основном сами свои упаковки создают только люксовые бренды, потому что это стоит очень дорого. Обычно все бюджетные бренды закупаются упаковками у какого-то поставщика, который делает только упаковки, и у них есть свой каталог. И бренд просто из этого списка выбирает то, что ему нравится, и то, что подходит под его идею и задумку. Просто они у одного поставщика выбрали одинаковый шаблон упаковок. Если бренд станет делать свои дизайнерские упаковки и свое производство, то, извините, это не будет стоить 1000 рублей. Поэтому мы и платим столько денег за люксовую косметику, потому что у них свои собственные флаконы. Палетка Blue Tonic также стоит на AliExpress в районе 800 рублей. В этой палетке, так же как и в черной, 15 оттенков, но почему-то именно у этой палетки появилось огромное количество подделок. Честно говоря, я никогда не понимала, зачем подделывать то, что и так стоит дешево. У этих палеток точно такая же упаковка, точно такое же название Blue Tonic, такое же количество, такие же оттенки, только стоит она рублей 200. Единственное, что их отличает, это название бренда. То есть здесь это YouCanBe, там это какая-нибудь Miss Lara. Тот же бренд Miss Lara делает подделки просто абсолютно на все. В общем, как раз о чем мы говорили, о том, что есть непонятная паленая косметика с AliExpress и есть нормальные бренды. Я достаточно много косметики затестила за всю свою жизнь, но я до сих пор отношусь скептически ко всяким вот этим паленым палеткам с Wildberries за 100. Итак, что у нас по наполнению? А по наполнению эта палетка мне абсолютно не нравится. По сути, я ее брала только из-за светло-голубых оттенков, которые почему-то в других палетках YouCanBe представлены очень редко. Так что если с черной палеткой мне в голову приходило огромное количество разных прикольных макияжей, то здесь я, честно говоря, не особо понимаю, что делать. В общем, в этой странной палетке 8 матовых оттенков, из которых 2 вообще каких-то максимально непонятных оранжево-желтых. Ну типа можно было сделать яркий желтый или самый обычный коричневый, но что это за цвета вообще, для кого они, для чего?
Ну, матовый это еще куда бы ни шло, но сатиновый коричневый в сочетании с вот этим сатиновым голубым даст просто полную жопу, и макияж может выглядеть очень некрасиво и грязно, если не уметь правильно с такими оттенками вместе работать. Не все оттенки хорошо пигментированные. Самая беда с фиалковыми двумя оттенками. Они сильно сыпятся и на коже ведут себя как мел. Как ни странно, если сравнивать такой же оттенок из старой палетки, он тоже вел себя абсолютно ужасно. Яркие сияшки ведут себя хорошо, но, к сожалению, темно-синий это тоже какой-то трэш. Я не говорю, что это прям вот совсем плохо, но могло бы быть лучше. Ну что ж, погнали. Возьму маленькую кисточку и синим оттенком нарисую линию над складкой верхнего века. Теперь эту линию я растушую более светлым голубым оттенком. Ладно, в принципе, на глазу пигментация не такая уж и плохая. Теперь я беру самый светлый голубой и дотушевываю границы. Теперь попробую растушевать вот этим телесным, он, конечно, вообще очень непонятный, слишком темный. Я почистила границы консилером, чтобы было аккуратнее, и теперь вот сюда в уголок хочу добавить вот этот сиреневый. Теперь я возьму вот этот странный желто-коричневый, добавлю его вот сюда, и на нижнем веке буду делать сатиновыми тенями градиент из зеленого к темно-синему. Давайте вот таким оттенком растушуем, мы его еще не пробовали. К сожалению, голубые тени уже начали сыпаться, причем мне кажется, что это сыпятся именно сатиновые. Ну что, давайте на подвижное веко добавим вот эти хлопья. Походу, это та самая сияшка, которая требует для своего нанесения особенную кисть. Самый светлый оттенок из палетки хочу нанести в качестве хайлайтера. Вау, а он выглядит красиво. Я не делала ставок на этот макияж, мне казалось, что получится не очень, но сейчас я вижу, что вполне себе интересно. По пигментации я бы поставила 8 из 10, вполне достойно, тушуются тени безумно круто между собой, чуть-чуть осыпались, не особо критично, но короче мне очень нравится результат. Но давайте теперь перейдем к губам. Розовый сюда под эту сияшку намного лучше подойдет. И, кстати, что я заметила с этими помадами, у меня в них вообще не сохнут губы. И также мне кажется, что эти помады можно спокойно использовать в качестве подложек под тени, потому что они очень хорошо тушуются на коже. Ну, а вообще красота. Думаю, что все сюда зашли в очередной раз посмотреть, как я буду всякие дешевые китайские палетки обсирать, а я тут почему-то сижу в полном восторге. Теперь по традиции осталось проверить эту помаду на стойкость. Но чуть-чуть контур отпечатывается от карандаша, сама помада просто вот максимально стойкая. Пойду поем что-нибудь вкусненькое. Заполнить холодильник можно с помощью донатов на Бусти. Еще подписывайтесь на Телеграм. Ссылочки в описании. Ну нахер. Ну что, проверим, пройдет ли помада тест на Хэсбургер. Ну, типа я поела, да, я молодец. Почему с моими губами все в порядке? Темный оттенок в первом макияже у меня все же немного отпечатался, когда я ела, но вот этот розовый, он вообще практически неубиваемый. Единственное, что мне не хватило, это чтобы на карандашах тоже была отметка цвета. Тут на каждом карандаше есть номер, такой же номер указан на помаде. Но все равно визуально, когда много этих карандашей, это не особо удобно. Из первого запуска, как раз того, что мне прислали несколько лет назад, это культовая уже палетка Spotlight. И, насколько мне кажется, это просто одна из самых популярных палеток от YouCandy, потому что я ее очень часто у всех вижу. Внутри она у меня, извините, но тоже такая уже грязненькая, поюзанная, но что поделать. Я раньше постоянно этой палеткой делала какие-то супер креативные мейки с цветным лицом, с цветным гримом. В принципе, тут достаточно годные ходовые оттенки, но меня эта палетка не до конца устраивает. По наполнению классная идея, что от темного к светлому есть растяжка, есть какие-то яркие цвета, есть темные, есть сатиновые
сатиновые. Также очень круто, что в палетке есть черный, коричневый и телесный оттенок для растушевки и для затемнения вообще любого цвета. А что мне здесь не нравится? Во-первых, это коричневые, потому что очень какие-то странные цвета. Хотелось бы видеть более нейтральные оттенки, потому что в жизни они чересчур какие-то яркие, какой-то красно-коричневый, рыжий-коричневый. С яркими цветами здесь, в принципе, все более-менее логично. Ну, короче, я бы в эту палетку добавила чуть больше матовых переходных, потому что некоторые оттенки, они, ну, правда, очень друг на друга похожи. Есть буквально несколько матовых оттенков, которые сыпятся, и есть несколько сатиновых, которые достаточно тяжело наносятся. Но вообще сатины в этой палетке нереально крутые. Я вот сейчас смотрю и думаю, блин, а почему я ими не пользуюсь? Итак, мои фавориты в этой палетке — это темные оттенки, фиолетовый, зеленый, синий. Нереально крутые два вот этих сиреневых оттенка, очень яркие. В принципе, неплохие красные, оранжевые и желтые. Телесные мне тоже нравятся, и парочка вот этих мятно-зеленых. Несмотря на то, что оттенки мега яркие, они не оставляют тинт на коже. Этой палеткой можно сделать просто миллион разных крутых макияжей, но, к сожалению, сегодня я успею сделать только два. Один будет в оранжево-сиреневых оттенках, а другой в зелено-голубых цветах. Но для начала я возьму вот этот крайний оттенок и нанесу его в качестве румян. Ну, кстати, очень приятный оттенок. А что так ложится-то криво, я не понимаю. То ли с кистью что-то не так. Вроде наслаивается, а такое ощущение, что ложится пятнами. Теперь этот же оттенок я наношу на верхнее веко. И светлым телесным оттенком растушевываю границы. Теперь беру вот этот яркий сиреневый оттенок и делаю такой ленивый кат-криз, такой же ленивый, как я. Так, ну оттенок просто сказка, мне очень нравится. И теперь вот этим более темным затемню уголок глаза, хотя на самом деле между собой они друг от друга вообще практически не отличаются. Честно говоря, я в полном шоке, что тени себя так ведут без какой-либо подложки. Во внутренний уголок я хочу нанести желтый. Желтый всегда достаточно сложный пигмент, но в этой палетке нам очень повезло. Обычно желтый не пигментированный, неравномерный, но здесь мы видим просто идеальный результат. Затем все нижнее веко выделяю ярко-оранжевым. Наношу его такими вбивающими движениями, чтобы был цвет еще ярче, еще насыщеннее. И границу нижнего века растушую более светлым оранжевым оттенком. Главное сбить его об руку, потому что он тоже достаточно пигментированный. И хочу еще немного румян вот сюда добавить, чтобы как будто макияж глаз перетекал в румяна. Теперь я хочу вот этот оттенок нанести в качестве хайлайтера. Ух ты, а это выглядит прикольно. Неожиданно просто рандомный оттенок теней из палетки оказался офигенным хайлайтером. Всегда бы так. Вообще я планировала сделать этот макияж матовым, но что-то он так красиво выглядит, что хочется добавить побольше свечения. Под бровь, например. Теперь я дополню макияж голубым металлическим лайнером. Не знаю, насколько он тут будет хорошо, но что поделать. Или фиолетовый. Блин, вот вообще не знаю. Просто самый сложный выбор в моей жизни. Ладно, мне кажется, фиолетовый все же больше подойдет под эту цветовую гамму, главное, чтобы все не слилось. Сначала я нарисую самую обычную стрелку, как раз попробуем, насколько эта штука хорошо справляется со стрелками, с тенями. Все же как-то голубой намного бы контрастнее смотрелся, но что поделать, уже выбрали фиолетовый. И теперь я хочу сделать линию вот здесь, на границе наших двух цветов. С тенями все максимально круто, но сиреневый лайнер мне не особо понравился. На глазу он не особо выглядит аккуратно, с серебряным, например, такой проблемы не было. Лайнер сам по себе хороший, но следует учитывать, что под него нужно хорошенько подбирать макияжи. И мне кажется, что все же в этом макияже какой-то светлый матовый лайнер подошел бы чуть лучше. Металлики сами по себе самодостаточные, поэтому нужно уметь с ними работать. И как мы видим, они не всегда круто смотрятся, если пихать их в уже готовый какой-то яркий макияж, в котором уже куча цветов, куча переходов и оттенков. Но мне кажется, что на чистое веко или в дополнение к какому-то максимально простому однотонному макияжу это будет смотреться круто.
На кончике у лайнера действительно быстро подсыхает продукт, но мне помогает его вот так вот немного об крышечку смочить или потрясти, и лайнер снова начинает рисовать, снова все хорошо, то есть это не какая-то прям большая проблема. Если этот макияж у нас был максимально матовый, то на этом глазу я хочу оторваться и попробовать все самые крутые сияшки из этой палетки. Ну что ж, давайте начнем с вот этого яркого салатового оттенка, а у меня тем временем начинают кончаться кисти. Теперь беру вот этот сатиновый зеленый и начинаю делать им растяжку. Теперь начинаю уходить в бирюзовый. И о чудо, у нас снова не сыпятся тени, вообще не осыпаются никак. Давайте теперь оттенок потемнее. Ну и наконец-то можно задействовать голубой и темно-синий. Очень круто, что здесь сатиновые оттенки имеют достаточно хорошую пигментацию, и их можно наносить не на тени, а вот прям сразу так. Иногда бывает, что сатины очень блеклые, они так ярко не наносятся, но здесь с этим проблем нет вообще никаких. И для всего этого макияжа мне потребовалась всего одна плоская кисть. На нижнее веко хочу нанести вот этот золотистый оттенок, совсем немного, просто чисто вот сюда чуть-чуть. Наконец-то я сделаю макияж без активного нижнего века. Да, сатины из этой палетки это, конечно, просто любовь. И что-то мне захотелось еще немного сюда нанести золотишко. Уж больно оно красиво выглядит. Теперь я беру голубую подводку и хочу очертить всю вот эту форму. Вероятно, это опять будет борщ, потому что черная подводка подошла бы лучше. Но мы пользуемся тем, что у нас есть. А у нас есть кошкин волос на глазу. О, такой здоровый. Максик, ты дебил? Не, ну, кстати, пока что не так плохо, как я думала. Ну что ж, мой яркий макияж готов, осталось накрасить губы. И я воспользуюсь помадой и карандашом в оттенке 03. Потому что под такой яркий макияж мне прям хотелось чего-то базового. Да, конечно, что-то с базовым я перегнула, потому что оттенок слишком яркий. Ну что поделать? Не, ну конечно, помада по оттенку очень интересная, и под оранжевый макияж она просто супер подходит. Но чего не скажешь об этой части, но да ладно. А какой, кстати, ваш любимый бренд косметики с AliExpress? Какой из оттенков понравился вам больше, пишите в комментариях. Ну что, вот такие яркие макияжи и вот такая крутая пигментированная яркая косметика с AliExpress. К палеткам теней у меня нет абсолютно никаких претензий, они действительно мега крутые, особенно за такой бюджетный прайс. Это вообще прикольный вариант как для профессионалов, так и для новичков. Металлические подводки тоже неплохие, но, к сожалению, есть небольшие трудности в работе, потому что на глазу эти подводки могут немного из-за игры света и тени выглядеть грязно. Помады тоже безумно крутые. Это, наверное, первые жидкие матовые помады в моей жизни, которые не сушат губы абсолютно. И по сути из всего этого набора единственный вопрос у меня только к карандашам, потому что, во-первых, карандаши не стойкие, и было бы круто, если бы карандаши сами тоже были на оттенок или два темнее, чем сами помады. Но с другой стороны, за 1000 рублей, ну для меня это просто офигенный вариант помад. Надеюсь, что мои сегодняшние макияжи смогли вам доказать, что китайская косметика это не что-то некачественное, плохое. Мне кажется, мои мейки в этом видео просто говорят сами за себя. Пользовались ли вы косметикой от YouCanby? Пишите свои отзывы в комментариях. Ну и вообще, насколько часто вы заказываете косметику с AliExpress? А если вы хотите вторую часть ролика с обзором всех остальных палеток от YouCanby и, вероятно, палетки с гримом тоже, я жду под этим видео ваши комментарии и 7000 пальцев вверх. Не бойтесь пробовать качественную китайскую косметику. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.